Лукашенко снова себя переназначил. Наше видение будущего России – компания People First. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 1 февраля, 14:30. 27 января ЦИК Беларуси объявил, что за Лукашенко проголосовали 86,82%. Новостной канал Евроньюс рассказал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что этим цифрам доверять нельзя, а выборы назвала фиктивными и несвободными. Лукашенко же сказал, что ему фиолетово. За день до этого белорусы провели в Варшаве марш под названием «Не мой выбор». Многие участники в целях безопасности присоединились к нему в масках или балаклавах. Уже больше 60 дней в Грузии на проспекте Руставели продолжаются протесты из-за приостановки евроинтеграции. Издание Civil Georgia ежедневно рассказывает новости грузинского сопротивления. 28 января сербское информагентство Танюк сообщило, что на фоне протестов из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале премьер-министр Сербии Милош Вучевич ушел в отставку. На этой неделе мы опубликовали на сайте adorail.pt наше видение будущего России. Оно содержит основные, по нашему мнению, положения, важные для дальнейшей работы над стратегией по его воплощению. При этом оно не является окончательным, и мы предлагаем вам принять участие в его обсуждении. Также мы опубликовали первые 2 видео из серии Absurd Faces, где рассказываются истории самых абсурдных обвинений, сочиненных в путинской диктатуре. Первая история Юрия Каховца, который принял участие в уличном опросе и сказал, что войну в Украине развязало правительство России, а не НАТО. Вторая история юриста Елены Родины, которая высказалась в соцсетях против российской агрессии в Украине. Рассказывайте о них друзьям, помогайте политзаключенным и смотрите в ближайшее время новые истории. Также мы готовим еще несколько интересных акций, и если вы готовы нам помочь, мы будем рады видеть вас среди наших волонтеров. Украинский центр гражданских свобод, Международная ассоциация Мемориал, Human Rights Watch и другие правозащитные организации инициировали кампанию People First. В ней они призывают, чтобы важнейшим приоритетом договоренности в ходе переговоров было освобождение всех узников войны России против Украины. В ночь на 1 февраля российские войска обстреляли исторический центр Одессы. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО. Пострадало одно из самых старинных зданий Одессы – отель «Бристоль». Мы продолжаем поддерживать сбор для больниц и школ Украины, которые запросили портативные электростанции. Среди них Раздельнянская многопрофильная больница Одесской области. Поддержите сбор и вы. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.